Всем привет! Вы на канале Винтаж Гольдштейн. Недавно я нашла в секонд-хенде чудесную льняную скатерть, и я сразу поняла, что хочу из нее сшить какую-то рубаху с поясом. Особенно мне понравилась эта солнечная вышивка. Ткань довольно грубого плетения, и так как скатерть сама по себе небольшая, я нашла у себя остаток льняной ткани похожего плетения на всякий случай. Как и всегда, сначала делаю выкройку методом наколки, далее переношу выкройку на кальку, исправляю неточности, а теперь можно переносить выкройку на наши основные ткани. Рукав я задумала 3/4, сверху и снизу будет сборка. Для пояса я выкраиваю вот этот красивый край скатерти с цветами. Я выкроила все детали. Детали переда, детали спинки, рукава, манжеты чуть позже и пояс. Для начала нужно сшить основу рубахи. Складываю лицом к лицу верх и низ переда, верх и низ спинки и не прошиваю. Я нашла у себя остатки ткани такого цвета, как вышивка на скатерти. Мне хочется, чтобы между этими деталями проходил кант из этой ткани. А еще в этом есть логика. Вертикальные узоры по низу переда и спинки никуда не приходят. Нет логического окончания рисунка. Они бы просто уходили в шов, а с кантом будет четкая и понятная граница. Нарезаю ленты нужной длины, складываю пополам и прикалываю к нижним деталям основы и прошиваю. Теперь складываю детали верха и низа лицом к лицу и наконец-то все это сшиваю. Теперь нужно обработать шов на изнанке. Отрезаю все припуски, кроме одного крайнего.
Его нужно будет подвернуть и прошить. Тем самым мы закроем все обрезанные припуски. Пришло время сшивать перед и спинку рубахи. Ткань очень рыхлая, поэтому я решила применить здесь французский шов. Для начала складываю детали изнанка к изнанке и прошиваю, как обычно, боковые и плечевые швы. Потом выворачиваю нашу основу наизнанку и еще раз прошиваю. Таким образом все швы будут спрятаны и уже обработаны. Кстати, с плечевыми швами проделываю то же самое. Так, горловина. Я долго думала, что с ней можно сделать, в итоге решила ничего не выдумывать и просто использовать двойную подгибку. Низ рубахи я также обрабатываю двойной подгибкой. Вернемся к горловине. Я нашла у себя вот такие разные тесемки и хочу пришить какую-то по контуру горловины, тем самым закрыть строчку, которая зрительно мне мешает. Сейчас я решила сделать пояс. Да, рукава оставляю на закоску. Все максимально просто. Делаю по краям двойную подгибку и прошиваю. На концах пояса я решила сделать бахрому. Пояс готов, осталось его отутюжить. Пришло время рукавов. Я оттягивала этот момент как только могла.
Опять же напоминаю, что ткань очень рыхлая, поэтому обрабатываю пройму косой бейкой. Окат рукава также обработаю косой бейкой, но после сборки. Я выкроила два манжета. Длина 24 сантиметра с припусками 26, ширина 6 сантиметров с припусками 8. Для начала складываю манжеты вот таким образом, лицом к лицу, и прошиваю. Теперь этот шов нужно разутюжить, после чего можно складывать манжет пополам. Рукава складываю и прошиваю. А шов я обработала вот таким образом вручную. Сделала строчки без закрепок для сборки. И теперь нужно подогнать рукав под манжет. Закрепляю булавками и прошиваю. Выворачиваю манжет в естественное положение. Все швы смотрят в сторону манжета. Накрываю их внутренней стороной манжета с подгибкой и закрепляю ручными стежками. Все, манжет готов. По окату рукава делаю то же самое, подгоняю под размер проймы за счет сборки. Так я сначала планировала, но в итоге скатерть оказалась настолько маленькой, что мне пришлось выкраивать рукава меньше, чем я планировала. В итоге сборки не будет. Короче говоря, пришиваю рукава уже такие, какие есть, и показываю вам результат. А вам спасибо большое за просмотр, и простите, что видео выходит так редко. Сейчас очень сложно собраться с мыслями, да и настроения особо нет. Но я уже на протяжении 3 недель параллельно готовлю для вас проект, который я хотела осуществить очень давно. Мы с вами обсуждали его в видео, в котором делали план на весну. Соответственно, я планирую очень скоро дошить этот проект и порадовать им вас. Очень люблю вас, ребята, и спасибо за поддержку. До свидания.